Очень крутой потолок. Это потолок в аэропорте Виннипега. А я опять в командировке. Начало января. Зима в разгаре. Виннипег встречает нас теплыми объятиями. Даже вон коврик для объятий положили. На нем так и написано «Для объятий». Надпись гласит, что Виннипег сделан из реальных вещей. Так и хочется добавить для реальных пацанов. Но нет, город очень интеллигентный. Пока ждем багаж, отгадываем шарады. Вот, например, почему автомобиль Мазератти? А буковку W видите? Это же первая буква в имени Виннипег. Или скульптура айсберга. Айсберги где? На полюсе, там где мишки. В местном зоопарке. Лучший вольер для белых медведей в мире. Ну или балет. Виннипежский балет – один из лучших в Канаде. А сейчас самый сезон, щелкунчика дают. Ах да, забыл сказать. Опять Chrysler S300. 3 раза подряд и одна и та же модель в прокат. Чудеса. Итак, Виннипег почти в центре континента. Из ближайших соседей это город Миннеаполис в США. И вот эта географическая точка под названием полюс недоступности. Она равноудалена от всего побережья континента. В апреле 2010 года мы прилетели в Виннипег. Сначала прямой рейс Москва-Торонто, а потом из Торонто в Виннипег, в сторону полюса недоступности. Сегодня я еду в университет. Собственно, в этот университет я и прилетел на работу в Канаде в 2010 году. Давно дело было. Маша еще совсем маленькая была. Зимой в Виннипеге всегда холодно. Недаром прозвище у города – Винтерпег. Вид на центр города, как тут говорят, даунтаун. Когда видите такие столбики дыма, а в Канаде у многоэтажных домов своя котельная с трубой на крыше, и каждого так дымит. Так вот, когда дым столбом, то это значит температура ниже минус 20 градусов. Так и есть. Машина на улице показала минус 25. Поэтому сегодня мы схитрим. Мы будем гулять не по улице, а по тоннелям, которые проложены по университетскому городку. Нам на химический факультет. А парковка здесь. Пойдем как-то так. Но снимал я вечером, поэтому на самом деле мы идем уже с химического факультета в сторону парковки. Университет выпускает свою газету. Да, помню такую. В коридорах и холлах места для учебы. Среди портретов женщин-ученых только Аду узнал и мадам Кюри. У студентов в универе есть свои шкафчики для хранения вещей. Система переходов внушительна и в то же время интересна. Смотрите сами, свет сделан интересно. И студенты постарались тоже. Украсили росписями как могли. Вот эта роспись вообще мне Гернику напоминает. Но, конечно, здесь больше позитива. Хотя какая-то тревога и утрата тоже представлена. Если насмерть не убьюсь на хмельной пирушке. Обязательно вернусь к вам, друзья, подружки. Есть и пасхалочки.
Думаю, вы тоже отметили любимчика среди утят. Эта цветная графика самобытна и несет этнический оттенок. Что подкрепляется муралом на стене. И все, мы в студенческом центре, где днем открыты кафешки и книжные магазины, а все столики заняты студентами. А профессора еще помнят времена, когда можно было подняться еще на один этаж выше, где работал бар, и было пиво пенное. Я тоже в каком-то роде выпускник университета Манитобы. Университет так называется по имени провинции Манитоба, столица которой и является Виннипег. В 2010 году я приехал на ставку постдока, что-то типа стажер-ученый с кандидатской степенью. Когда заехал в Канаду, то доход считался стипендией. А потом жадный премьер-министр Харпер назвал стажировку работой и стал лупить с меня налоги. Все, дошли до парковки. А работали сегодня на химическом факультете, немного под давлением. Времени маловато заложил, поэтому и заработался допоздна. В отель добираюсь уже поздно вечером. Парковка и улицы пусты. Как пуст и отель. Совсем не сезон. Желающих посетить Виннипег в январе немного. Отель Holiday Inn. Опять номер с кроватью и диваном. А вот на шкаф уже не хватило. Так, вешалку повесили и ладно. Из приятных моментов в номере очень тепло. А то повадились в Канаде выкручивать термостат на минимум, и пока нагреешь номер, часы проходят. Взглянем в окно. Все-таки 11 этаж и вид в сторону центра города. Ночь, и видео не тянет, темно. Но на фото все же можно разглядеть мост, музей прав человека и здание парламента. Санузел. Тут все просто и устаревше. С утра город красив, а мы снова в тоннеле. Быстро закончу работу на химическом факультете и пойду на геологический. Но не работать, а рассматривать минералы, которые выставлены в витринах прямо в коридоре. Название минералов мне ничего не говорит. Я химик, и мне химические формулы подавай. На табличках формулы тоже написаны. Будет на что посмотреть. А тут тоже что-то новое для меня. Поскользнулся. Так. Потерял сознание. Так. Очнулся, гипс. Из гипса, оказывается, вот такие кристаллы растут.
этим меня и зацепила химия в детстве. Когда одна и та же молекула, одно и то же соединение может быть совсем разным. Сульфаты. Сульфат бария. И опять, какое разнообразие. Ладно, фиг с ним, с этим ангидридом. Смотрите, как красив сульфат стронция, прямо цветок. Бараты. Нет, не этот. Настоящие бараты. Гидротальцит. Можно использовать как средство от изжоги, но, наверное, не этот, что с никелем. Хотел сказать, прямо музей в коридоре, как уткнулся в витрину музея уже в отдельном помещении. Друза с аметистами из Бразилии. Вход в музей бесплатный, часы работы вы видите. Как и положено музею, есть скелет динозавра и отпечатки древних организмов. А за моей спиной самый большой трилобит в мире, выкопан в Манитобе. Опять камни. Малахит красив. Помните, в видео в Ванкувере я спрашивал, что за желтая куча на другом берегу залива? Вот и ответ. Сера. А это золото дураков. Будете в Виннипеге, имейте этот музей в виду, если любите минералы. В минус 20 гулять по улицам не очень хочется. Так что я покажу город из машины. Обратимся к карте. Университет на самом юге города. Аэропорт на западе. Мы же сейчас поедем в центр. Город большой по площади. В 70-е к центральному Виннипегу присоединили окружающие города и назвали это объединенным городом Виннипег. Дорога, по которой поедем, называется Пембина Хайвей. Хайвей, то есть скоростное шоссе, это дань истории. Улица оказалась вся в черте города, и скоростное ограничение на ней 60 км в час. Я по этой улице проехал тысячи раз. В 2010 году я снял жилье рядом с университетом на юге, а лаборатория оказалась здесь, в центре города при госпитале. Так и ездил 4 года на работу. Ну, поехали. Сегодня солнечный и ясный день. Морозно, воздух чистый. Идеальные условия для съемки, но изнутри автомобиля. Снаружи камеры замерзнут, они где-то до минус 10 выдерживают. Особенностью парковок в Виннипеге являются электрические розетки. Когда я впервые приехал, то удивился, а что это из каждой машины вилка электрическая из-под капота торчит? А это, оказывается, кипятильник, встроенный в масляный поддон двигателя. И этим кипятильником зимой двигатель греют. Без этого машина не заводится, если ниже минус 25 будет. Я еще подогреватель аккумулятора покупал, так что у меня 2 вилки из машины торчало. В университете Манитобы учится много иностранных студентов. Тут в Канаде одно из самых дешевых образований для иностранцев. Порядка $20 000 в год, против 50 в Торонто университете. Свернем в сторону и проедем через проулок. Это я показываю, где на пару часов машину парковать бесплатно можно. И до музея на геологическом факультете пешком за полчаса дойти. Главное, проверяйте, чтобы в эти дни игры на стадионе не было. В день игр про парковку здесь забудьте. Выезжаем на Пембина Хайвей. 10 лет прошло, а он мало изменился. Все те же виды. И даже те же магазины. Джиск, например. До прихода Икеи был один из немногих доступных мебельных магазинов.
У меня все еще кровать, купленная здесь, в спальне стоит, уже в Миссисаге. Улицы хорошо почистили от снега. Проблем с трафиком нет. Многоэтажные дома ставят вдоль таких больших улиц, где автобусы ходят. А одноэтажная застройка, она немного вглубь. До одноэтажных домов мы в этот раз не доберемся. До вылета не так много времени осталось. Развязка через еще один хайвей. По нему мы возили Машу в русскую школу, на севере города. Каждый уголок знаком. Зимой за город ехать некуда. Вся жизнь протекала в черте города. Здесь плаза, площадь с магазинами. Классный зоомагазин был, где с котиками пообниматься можно было, не знаю как сейчас. Вот это уже новодел. Ну и при нахлынувших студенческих воспоминаниях заехал перекусить по-студенчески. Цены вы видели. В десятку с газировкой уложиться можно. Да, фастфуд и жирный, но в морозном климате и нечасто можно употреблять. Кстати, пиццерия, где я обедал, называется Пицца-Пицца. Чисто канадская. Не Пицца-Хат какая-нибудь. Слева промелькнул медцентр, где мы медицину делали для PR, статуса постоянного резидента. А вот это многоэтажное здание, гостиница Holiday Inn, в которой я останавливался в этой поездке. А значит, половину пути до центра мы уже проехали. Виннипег был объединен с малыми городами, и теперь внутри моногорода попадаются районы с разреженной промышленной застройкой, и возникает ощущение пустоты. Пустоты монгольской степи. Но это ощущение обманчиво. Внутреннее содержание намного глубже внешнего антуража. Так на Пембине я, стоя в пробке, видел Пола, сэра Пола Маккартни, который ехал давать концерт в честь открытия стадиона. А сам Виннипег неоднократно посещала королева Елизавета. Последний раз в год нашего приезда, в 2010 году. Да что королева, Рахманинов 100 лет назад сюда приезжал давать концерты, дважды приезжал. Если говорить про массовую культуру, то Винни-Пух назван в честь медведицы Виннипег, которая в свою очередь была названа в честь города. До Первой мировой войны город был третьим по величине в Канаде и очень богатым городом. Все дело в том, что он был транспортным хабом. Такую роль в США играет Чикаго, а в Канаде это был Виннипег. Но транспортная роль закончилась в 1914 году, когда закончилось скандальное строительство Панамского канала. Почему скандальное, так это вы у Эйфеля спросите, того с башни. Так вот, с открытием Панамского канала роль транспортного хаба перешла к Ванкуверу, который рванул и опередил Виннипег по населению. Тем не менее, Виннипег всегда был промышленно развитым городом. Здесь делают автобусы, тракторы и даже части для Боинга. Проводят обслуживание дизельных двигателей тепловозов. В общем, в Виннипеге ценят механизмы, помогающие покорить пространство. Живя в 2000 километров от морского побережья, ценность транспорта сложно переоценить, а деревянная арба, сделанная без единого гвоздя, является неофициальным символом города. Вот и перекресток с забавным именем Confusion Corner. По-русски «запутанный поворот». Даже в Википедии статья о нем есть. Но я же местный, ничего, не запутался. А вот и поезд. Контейнеры везут в 2 этажа, немного непривычно. Виннипег все еще важнейший транспортный угол. А одна из самых массовых профессий в городе – дальнобойщик. По всей Канаде и США можно встретить фуры с манитобскими номерами. Зерновая биржа Канады находится здесь, в Виннипеге. Производят гидроэлектроэнергию, избыток которой экспортируют в США. А вот нефти добывают совсем крохи по меркам Канады, газа не добывают совсем. Зато начинают добычу лития, и Манитоба станет главным ресурсом лития в Канаде. Помните слоган из аэропорта «Виннипег сделан из реальных вещей». Заезжаем в даунтаун. Начинаются высотки. Опять воспоминания. Слева в доме Марио живет, мой бывший коллега из Чили. Справа на Бродвее живет наша хорошая близкая подруга Саша. Передаю ей привет в этом видео. Очень жаль, что в командировке времени всегда в обрез, и не удалось в этот раз увидеться. Архитектура даунтауна вполне типична для американского города. Легендарная Портидж-авеню.
свернув на которую мы видим перекресток с главной Main улицей. Это самый главный, самый центральный перекресток Виннипега. Чувствуется символизм транспортного узла. В центре города не площадь, а перекресток. Также город знаменит своими ветрами и даже соревнуется с Чикаго за звание самого ветреного города Северной Америки. И если Виннипег и проигрывает Чикаго, то совсем чуть-чуть, по очкам. Знаменито фото, где женщину с зонтом несет ветром через перекресток, как Мэри Поппинс. Это было здесь. Мы доехали до музея Манитобы. И про это я сделал отдельное видео, а то это уже долгим получается. Парковка у музея тоже памятное для меня место. Мой первый штраф за парковку в Канаде. Я поставил машину и оплатил на ближайшем паркомате. А оказалось, что паркомат этот для улицы, а для парковки надо было платить в другом месте. Ловушка. На этом видео подошло к концу. По пути в аэропорт мне удалось попасть в снегопад, но этот снег летел с крыши впереди едущей фуры, а не из тучи. Солнца вам и тепла. И привет из Виннипега, сделанного из реальных вещей.